На глубине 5000 метров в самом центре Саргассово моря обнаружен объект, чья молекулярная структура полностью нарушает известные человечеству законы атомной физики. Один этот факт превращает всю историю современной науки в простую стопку бесполезной бумаги. Что, если каждое из 10 тысяч зафиксированных исчезновений самолетов и судов за последний век было не трагической ошибкой пилотов, а результатом работы колоссального гравитационного пресса, скрытого под толщей воды? На протяжении десятилетий эта зона считалась огромным кладбищем, поглотившим тысячи жизней без следа и надежды на объяснение. Ученые, военные ведомства и независимые исследователи выдвигали сотни версий, но ни одна из них не выдерживала столкновения с реальностью. Однако теперь, благодаря глубоководному сканированию сверхвысокого разрешения и секретной экспедиции 2025 года, у нас наконец появились прямые физические доказательства. В этом расследовании вы увидите уникальные данные телеметрии, которые до этого момента хранились под грифом «секретно» в архивах 5 ведущих мировых держав. Мы детально разберем показания датчиков, зафиксировавших физическое искривление самого пространства и времени в режиме реального времени. Оказывается, Бермудский треугольник – это не просто географическая точка на навигационной карте. Это активный и невероятно мощный механизм, который начал свою работу с пугающей силой именно сейчас. Вы узнаете, почему новейшие спутниковые системы и квантовые радары до сих пор оказываются абсолютно бесполезны перед лицом этой древней аномалии. Мы покажем вам уникальные кадры со дна океана, которые заставляют ведущих экспертов полностью пересматривать хронологию развития человеческой цивилизации. Приготовьтесь увидеть то, что скрывали океанские бездны на протяжении миллионов лет. Это знание навсегда изменит ваше представление о границах реальности и о том, насколько иллюзорна безопасность нашего неба. Самое интересное заключается в том, что обнаруженный процесс уже невозможно остановить или замедлить. Вы готовы узнать правду, которая заставила замолчать официальных представителей мирового научного сообщества. Мы начинаем наше погружение в бездну, где привычное время перестает существовать, а законы материи пишутся заново. Прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой точки мира вы присоединились к нашему расследованию. Мы начинаем. Бермудский треугольник. Это название на протяжении 7 десятилетий вызывает ледяной трепет у профессиональных моряков и опытных пилотов. Географически этот регион представляет собой колоссальный воображаемый треугольник в западной части Северной Атлантики. Его вершины строго зафиксированы в 3 ключевых точках планеты. Это побережье города Майами в штате Флорида, живописные Бермудские острова и остров Пуэрто-Рико. Общая площадь этого загадочного пространства составляет приблизительно 1 300 000 квадратных километров. Однако важно понимать, что эти границы весьма условные. Самое интересное заключается в том, что аномальные явления часто фиксируются на сотни миль за пределами этой официальной зоны. Рельеф морского дна в этом секторе считается одним из самых сложных и опасных на всей планете. Здесь располагается глубочайшая точка Атлантического океана – жёлоб Пуэрто-Рико. Его глубина превышает 8742 метра. Под многокилометровой толщей воды скрываются исполинские подводные горы, каньоны и коралловые рифы невероятной красоты. Но главная природная особенность региона – это мощное океаническое течение Гольфстрим. Оно движется со скоростью до 9 км в час. Это течение способно моментально унести любые обломки судна на сотни миль от места реального крушения. Оказывается, именно эта динамическая особенность океана десятилетиями мешала исследователям находить хоть какие-то материальные следы пропавших экспедиций. История вопроса уходит своими корнями глубоко в эпоху великих географических открытий. Самые первые документальные упоминания о странностях в этих неспокойных водах оставил легендарный Христофор Колумб. В октябре 1492 года его экспедиция столкнулась с невероятным и пугающим явлением. Моряки собственными глазами видели, как в море упал огромный огненный столб света.
Компас великого мореплавателя внезапно начал показывать неверное направление, лишая команду ориентации в пространстве. Колумб подробно описывал странное белое свечение на поверхности воды, которое напоминало туман. Однако тогда эти записи поспешно списали на суеверие и психологическую усталость измотанного экипажа. Настоящая мировая известность пришла к Бермудскому треугольнику уже в середине XX века. Самый громкий и шокирующий случай произошел 5 декабря 1945 года. 5 торпедоносцев Avenger военно-морских сил Соединенных Штатов Америки вылетели с базы во Флориде для выполнения учебного задания. Это было звено под номером 19. Погода в тот день была абсолютно ясной, а пилоты имели колоссальный опыт полетов над океаном. Однако через 1,5 часа выполнения миссии командир звена сообщил о полной потере пространственной ориентации. «Мы не знаем, где находится Запад, океан выглядит не так, как обычно». Это были его последние слова в радиоэфире. На поиски пропавших самолетов немедленно отправили спасательный гидросамолет «Мартин Маринер». Через 13 минут после взлета он тоже бесследно исчез с экранов радаров. Ни одного тела, ни одного фрагмента обшивки или спасательного жилета не было найдено за все годы поисков. Оказывается, 6 самолетов и 27 человек просто растворились в воздухе за один вечер. С того момента список жертв треугольника только стремительно рос. В 30 января 1948 года в этом районе пропал пассажирский самолет Star Tiger с 31 человеком на борту. Через год, в 1949, такая же участь постигла самолет Star Ariel. В феврале 1963 года в треугольнике бесследно исчез огромный танкер Marine Sulphur Queen, перевозивший тысячи тонн расплавленной серы. Важно осознавать масштаб этой трагедии. За последние 100 лет в этом регионе погибло более 1000 человек. Здесь исчезло не менее 75 современных самолетов и сотен морских судов различного класса. Оказывается, большинство из них прекращали выходить на связь в 1 секунду. Радары не фиксировали момент падения, сигналы бедствия не подавались ни разу. На протяжении десятилетий ученые пытались найти рациональное объяснение этим событиям. Самая популярная научная версия касалась внезапных выбросов метана из донных отложений. Теория гласила, что огромные пузыри газа поднимаются на поверхность и резко снижают плотность воды. В результате корабль моментально теряет плавучесть и идет ко дну за считанные секунды. Для авиации метан тоже представлял смертельную угрозу, так как он меняет состав воздуха и заставляет двигатели глохнуть. Другие эксперты указывали на мощные геомагнитные аномалии. Оказывается, Бермудский треугольник – это одно из немногих мест на Земле, где истинный север совпадает с магнитным севером. Это создает уникальные условия для сбоев в работе навигационного оборудования. Однако ни одна из этих теорий не могла объяснить, почему приборы фиксировали аномальное замедление времени, а свидетели описывали электронный туман, проходя сквозь который самолеты оказывались в пункте назначения на десятки минут раньше графика. Почему же открытие 2025 года полностью меняет правила игры? Долгое время академическая наука считала Бермудский треугольник выдумкой журналистов и любителей мистики. Официальные статистики утверждали, что количество аварий здесь не превышает показатели любой другой оживленной точки Мирового океана. Но они осознанно не учитывали специфический характер этих происшествий. Самое интересное заключается в том, что только сейчас человечество получило в свое распоряжение инструменты нужной мощности и точности. До этого момента мы активно изучали далекий космос, но почти ничего не знали о процессах, происходящих на глубине 5 и более километров прямо у нас под ногами. В 2025 году стартовал международный проект под названием «Глубокая Атлантика». Ученые впервые применили технологию лазерного сканирования через толщу воды с использованием нейронных сетей для обработки данных. Это позволило создать детальную трехмерную карту океанического дна с точностью до 5 сантиметров.
То, что обнаружили исследователи в ходе этой миссии, заставило замолчать даже самых радикальных скептиков. Это открытие ставит под серьезное сомнение все наши фундаментальные знания о геологии и физике Земли. Мы обнаружили, что тайна Бермудского треугольника – это не плод воображения, а физическая реальность колоссального масштаба. Нам пришлось официально признать, что под толщей воды находится объект, обладающий энергией, которая превышает возможности всех электростанций мира вместе взятых. Это знание готовит почву для самого шокирующего расследования в истории человечества. Теперь мы знаем, где именно скрыт источник силы, и готовы показать вам его первые детальные изображения. Первый реальный прорыв в изучении тайны Бермудского треугольника случился в марте 2025 года. Это историческое событие произошло во время плановой глубоководной экспедиции, организованной Международным океанографическим центром. Группа исследователей под руководством профессора Виктора Гранта работала в самом сердце северного сектора треугольника. Ученые использовали новейший автономный подводный аппарат под названием Argus-7. Этот уникальный дрон способен выдерживать колоссальное давление воды на глубинах, где обычная сталь сминается, словно жестяная банка. Важно понимать, что изначально команда Гранта не искала никаких сенсаций. Оказывается, их задачей было рутинное картографирование донных течений и изучение миграции морских организмов. Однако на третий день миссии бортовые радары Аргуса зафиксировали аномалию, которая мгновенно изменила ход всей экспедиции. На мониторах в центре управления, расположенном на борту исследовательского судна, появилось четкое и пугающее очертание огромного рукотворного объекта. Он неподвижно лежал на глубине 4533 метра. Когда дрон приблизился к объекту и включил свои мощные светодиодные прожекторы, вся команда исследователей буквально замерла в оцепенении. Перед глазами ученых предстал военный корабль. Но это не были проржавевшие обломки, изъеденные солью и временем. Исследователи обнаружили гигантское судно, которое выглядело почти идеально сохранившимся. После оперативной сверки с архивными данными выяснилось невероятное. Это был знаменитый углевоз военно-морского флота Соединенных Штатов Америки под названием «Циклоп», тот самый корабль, который бесследно исчез в марте 1918 года с 300 пассажирами и членами экипажа на борту. Самое интересное и шокирующее заключалось в состоянии корпуса судна. За 107 лет пребывания на огромной глубине «Циклоп» не покрылся толстым слоем ила или кораллов. На его бортах полностью отсутствовали следы коррозии или разрушения от воздействия агрессивной морской среды. Ученые обнаружили пугающие детали при более детальном лазерном осмотре обшивки. Металл корпуса приобрел странный, почти зеркальный блеск, который не характерен для стали начала 20 века. Впервые в истории глубоководных исследований ведущие эксперты столкнулись с физическим эффектом холодного плавления кристаллической решетки металла. Оказывается, молекулярная структура стали была необратимо изменена на субатомном уровне. Это выглядело так, будто весь огромный корабль прошел через зону невероятно высокого электромагнитного напряжения, которое буквально заморозило процесс старения материи. Важно отметить, что абсолютно все спасательные шлюпки «Циклопа» оставались на своих штатных местах. Это означает только одно – катастрофа произошла мгновенно. Люди на борту просто не успели осознать масштаб опасности и не предприняли ни одной попытки покинуть судно. Но еще более невероятно и жутко выглядели находки внутри кают и внутренних помещений. Видеокамеры глубоководного дрона зафиксировали личные вещи экипажа через иллюминаторы. Газеты, датированные 4 марта 1918 года, лежали на столах в кают-компании, словно их только что оставили читатели. Бумага не превратилась в труху и не размокла под воздействием чудовищного давления воды. Оказывается, внутри самого судна время как будто полностью остановилось или замедлило свой ход в 1000 раз.
Фотографии этих артефактов, сделанные в режиме реального времени, моментально были переданы по спутниковой связи в штаб-квартиру океанографического центра. Реакция мирового научного сообщества на этот отчет была мгновенной и крайне неоднозначной. Шокирующие данные экспедиции Виктора Гранта вызвали экстренные закрытые консультации в Организации Объединенных Наций. Ведущие эксперты-химики утверждали, что такой уровень сохранности материалов невозможен в условиях земного океана. Другие ученые настаивали на существовании уникальной физической аномалии, которая создала вокруг корабля некий защитный кокон. Оказывается, датчики Аргуса зафиксировали в районе находки остаточный уровень радиации неизвестного спектра, которая не имеет природных аналогов на нашей планете. Самое интересное, что правительство Соединенных Штатов Америки в течение 12 часов после получения данных попыталось полностью закрыть этот квадрат Атлантики для любых частных судов и самолетов. Это решение только подогрело интерес мировой общественности и вызвало волну слухов о секретных технологиях. Эксперты в области квантовой механики, проанализировав видеоматериалы, официально заявили, что мы имеем дело с так называемым пузырем реальности. Важно понимать, что такие физические объекты не могут существовать в обычной среде Мирового океана по всем известным нам законам термодинамики. Однако находки Гранта были абсолютно реальны. Их можно было измерить и зафиксировать приборами. Невероятно, но факт оставался фактом. Легендарный циклоп вернулся из исторического небытия спустя более чем 100 лет, чтобы стать лишь первой деталью в огромном и пугающем пазле. Это открытие вызвало настоящую панику на мировых финансовых рынках, особенно среди крупных страховых компаний, занимающихся морскими грузоперевозками. Акции ведущих авиалиний, чьи трансатлантические маршруты пролегают над территорией Бермудского треугольника, начали стремительно обесцениваться. Мир внезапно осознал, что старые легенды моряков – это не просто сказки для привлечения туристов, а описание реальной угрозы. Ученые на борту исследовательского судна быстро поняли, что найденный корабль – это лишь верхушка колоссального айсберга. Оказывается, непосредственно под обломками циклопа в глубокой толще донных отложений находилось нечто гораздо более масштабное и активное. Датчики температуры начали фиксировать аномальный жар, исходящий прямо из скальных пород морского дна. Исследователи решили пойти на огромный риск и спустить второй автономный аппарат, оснащенный оборудованием для ультразвукового зондирования недр. Они надеялись найти источник энергии, который удерживает корабль в таком идеальном состоянии. В этот момент никто из команды еще не подозревал, с чем именно им предстоит столкнуться, но настоящая сенсация ждала их впереди. В апреле 2025 года к месту обнаружения циклопа прибыла специальная международная группа экспертов, получившая кодовое название «Операция Резонанс». В ее состав вошли ведущие геофизики из Европейской организации по ядерным исследованиям, океанографы из Массачусетского технологического института и лучшие специалисты по глубоководному бурению. Ученые доставили на место уникальную плавучую платформу, оснащенную системой квантового сейсмического зондирования. Оказывается, эта технология позволяет видеть внутреннюю структуру земной коры на глубину до 20 километров с невероятной четкостью. Основная цель расследования заключалась в том, чтобы найти логическое и научное объяснение аномальному состоянию найденного корабля и странным показателям температуры воды. Первая фундаментальная версия, которую принялись проверять исследователи, касалась гипотезы о массовых выбросах метана из донных гидратов. Эта теория была невероятно популярна в конце 20-го и начале 21 века. Ученые предполагали, что на дне Бермудского треугольника скапливаются огромные залежи замороженного газа. В результате тектонических сдвигов метан резко переходит в газообразное состояние, образуя гигантские пузыри диаметром в несколько сотен метров. Когда такой пузырь поднимается на поверхность, плотность воды мгновенно падает почти до нуля. Корабль, находящийся в этой зоне, буквально проваливается в пустоту и идет ко дну за считанные секунды. Для авиации эта версия тоже казалась убедительной, так как высокая концентрация метана в воздухе приводит к мгновенной остановке двигателей внутреннего сгорания и вызывает галлюцинации у пилотов.
Плюс этой теории заключался в ее полном соответствии с законам классической физики. Однако данные 2025 года полностью разгромили эту версию. Оказывается, лазерное сканирование не обнаружило в районе циклопа никаких следов газовых кратеров или характерных воронок. Самое интересное, что пробы грунта показали полное отсутствие метана в радиусе 50 километров от эпицентра аномалии. Важно понимать, что выброс газа не может изменить молекулярную решетку стали и остановить процесс разложения бумаги. Тогда ученые перешли к проверке второй версии – теории мощных геомагнитных вихрей и электронного тумана. Эта гипотеза основывалась на многочисленных показаниях выживших пилотов, которые описывали странные серые облака, внутри которых техника начинала вести себя хаотично. Оказывается, Бермудский треугольник является одной из немногих зон на планете, где линии магнитного поля Земли имеют специфическую конфигурацию. Исследователи 2025 года провели глобальное картографирование магнитных полей в этом секторе Атлантики. Они использовали сеть из 120 автономных буев-датчиков. Плюс этой версии был в том, что она объясняла сбои в навигации и потери связи. Но результаты расследования оказались еще более странными. Ученые обнаружили, что в центре треугольника магнитное поле не просто усилено, оно полностью отсутствует в определенных точках, образуя информационные вакуумы. Это невозможно по всем законам геофизики. Однако магнитная аномалия не способна разогреть воду на глубине до 40 градусов Цельсия и удерживать эту температуру стабильно на протяжении недель. Оказывается, электромагнитная версия объясняла лишь симптомы, но не саму причину катастроф. Самое интересное и пугающее выяснилось, когда эксперты приступили к анализу акустического фона. Исследователи обнаружили, что ни одна из существующих научных версий не объясняет главный феномен – низкочастотный ритмичный гул, исходящий из-под морского дна. Глубоководные микрофоны зафиксировали звук на частоте 7,8 Гц. Это значение в точности соответствует частоте резонанса Шумана, то есть естественному пульсу нашей планеты. Но амплитуда этого сигнала в Бермудском треугольнике была в 10 тысяч раз выше нормы. Важно отметить, что этот гул вызывал у членов экспедиции приступы необъяснимого страха и тошноты. Ученые поняли, что источник энергии под ними не является статичным объектом. Оказывается, он постоянно пульсирует, генерируя волны колоссальной мощности, которые проходят сквозь воду и атмосферу, достигая границ ионосферы. Главные несоответствия в официальных версиях прошлого стали очевидны для всех участников миссии 2025 года. Почему на обломках кораблей, пролежавших на дне десятки лет, нет ни одного морского организма? Оказывается, микробиологический анализ показал, что в радиусе 500 метров от находки вода полностью стерильна, ни одна бактерия не способна выжить в зоне действия этого излучения. Исследователи обнаружили, что версии о метане и магнитных полюсах – это лишь попытки человечества успокоить себя перед лицом чего-то абсолютно чуждого. Самое интересное, что в ходе бурения дна для установки сейсмических датчиков буровая коронка из вольфрама просто испарилась, коснувшись слоя породы на глубине 500 метров под дном. Это произошло без какого-либо механического сопротивления. Ученые осознали, что они столкнулись не с природным явлением, а с активным физическим процессом, который кем-то или чем-то контролируется. Все данные расследования указывали на то, что под толщей ила скрыта пустота, заполненная неизвестным видом материи. Эта материя генерирует тепло и гравитационные волны, которые и являются истинной причиной исчезновений. Оказывается, корабли и самолеты не тонули из-за плохой погоды или неисправности. Они становились случайными жертвами вдоха, этого гигантского механизма, когда он переходит в активную фазу. Невероятно, но факт остается фактом. Ни одна лаборатория мира не смогла воспроизвести условия, при которых сталь становится зеркальной, а время внутри объекта замедляется. Расследование зашло в тупик, который требовал перехода к принципиально иным методам исследования.
Ни одна из версий не объясняла главного, зачем этому объекту понадобилось захватить циклоп и удерживать его в идеальном состоянии более 100 лет, словно экспонат в каком-то жутком подводном музее. Ученые поняли, что единственный способ узнать правду – это проникнуть глубже в саму структуру морского дна. Настоящий технический и научный прорыв произошел в июне 2025 года. Это историческое событие случилось во время проведения сверхглубоких работ в районе желоба Пуэрто-Рико. Это место официально признано самой глубокой и наименее изученной точкой всей Атлантики. Исследовательское судно под названием «Горизонт» проводило плановое бурение океанической коры для изучения тектонических сдвигов. Ученые планировали взять пробы мантии на глубине 8140 метров. Однако на 8-й день миссии сверхмощная буровая установка, оснащенная алмазными коронками нового поколения, внезапно наткнулась на непреодолимое препятствие. Оказывается, под слоем базальтовых пород на огромной глубине находится массив материала, который по своим физическим характеристикам не имеет аналогов в земной природе. Важно отметить, что в момент столкновения бура с этой поверхностью все электронные системы судна зафиксировали мощнейший энергетический всплеск. Этот импульс на 54 секунды полностью парализовал работу спутниковой навигации и систем связи в радиусе 300 километров. Главным архитектором этого прорыва стал доктор Лиам Стоун. Он является ведущим мировым специалистом в области экспериментальной квантовой физики и глубоководной акустики. Именно Стоун предложил использовать принципиально новый метод исследования, который получил название «квантовое гравитационное картирование». До этого момента ученые пытались изучать дно с помощью звуковых волн или лазеров, но Стоун решил использовать саму гравитацию. Его команда развернула в океане сеть из 12 сверхчувствительных детекторов гравитационных волн. Эти приборы способны фиксировать малейшие колебания пространства-времени. Самое интересное началось, когда компьютеры обработали первые массивы полученных данных. Исследователи обнаружили под дном океана не хаотичное скопление камней, а гигантскую кристаллическую структуру идеальной геометрической формы. Оказывается, этот объект имеет форму правильного октаэдра, а его размеры сопоставимы с территорией крупного мегаполиса. Что это открытие значит для науки и для понимания тайны Бермудского треугольника? Теперь общая картина происходящего в этом регионе становится пугающе ясной и логичной. Оказывается, этот кристаллический объект является мощнейшим природным или, возможно, искусственным гравитационным концентратором. Он работает по принципу огромной линзы, которая фокусирует потоки энергии из недр Земли в определенные периоды времени, когда положение Луны и Солнца создает максимальное приливное воздействие. Этот кристалл переходит в активную фазу. Ученые обнаружили, что в такие моменты объект создает вокруг себя мощное гравитационное линзирование. Это физическое явление буквально сворачивает пространство и время в локальном секторе океана. Это объясняет, почему опытные пилоты видели в небе странные туннели и почему их часы отставали или спешили на десятки минут. Оказывается, самолеты не просто летели через облака, они находились внутри зоны искривленной реальности. Важно понимать, как именно это приводило к катастрофам. Исследователи доказали, что при пиковой нагрузке объект генерирует электромагнитный импульс такой силы, что он буквально разрывает молекулярные связи в электронике и человеческих клетках. Но самое невероятное выяснилось при анализе плотности пространства внутри треугольника в моменты активности объекта. Оказывается, материя в этой зоне на доли секунды переходит в состояние квантовой суперпозиции. Это означает, что корабль или самолет может находиться в двух точках пространства одновременно, а затем просто исчезнуть из нашей мерности. Невероятно, но факт. Бермудский треугольник – это не место гибели, а активный физический портал, который работает по законам, которые человечество только начинает открывать.
Доктор Стоун официально подтвердил, что все исчезновения за последние 100 лет строго соответствуют циклам активности этого глубоководного кристалла. Эмоциональный пик экспедиции наступил 14 июня 2025 года. Глубоководные гидрофоны, опущенные непосредственно к поверхности обнаруженного объекта, передали звуковой сигнал, который заставил замолчать всю научную группу. Это не был шум тектонических плит или гул океанских течений. Это была сложная, математически выверенная последовательность ритмичных импульсов. Оказывается, кристалл излучает сигнал, который содержит в себе фундаментальные математические константы, такие как числа π и золотое сечение. В тот момент мы поняли, что смотрим не на чудо природы, а на технологию, которая старше человечества на миллионы лет, заявил доктор Стоун в своем закрытом дневнике. Описание момента открытия напоминает сцену из фантастического фильма, но это происходило в реальности на борту «Горизонта». Исследователи обнаружили, что этот сигнал в точности совпадает с ритмами пульсации земного ядра. Складывается ощущение, что объект под дном океана является своего рода пультом управления или сердцем нашей планеты. Впервые в истории человечество получило не просто догадки, а точную математическую модель аномалии. Оказывается, под Бермудским треугольником скрыт механизм, который интегрирован в саму структуру Земли. Важно осознать масштаб этого открытия. Мы нашли двигатель, который управляет гравитационным полем целого региона Атлантики. Самое интересное заключается в том, что этот объект начал проявлять признаки повышенной активности именно в последние несколько лет. Ученые связывают это с глобальными изменениями в магнитном поле планеты. Невероятно, но объект как будто реагирует на наше присутствие и наши попытки его изучить. Доктор Стоун и его коллеги обнаружили, что при приближении исследовательских аппаратов частота пульсации кристалла меняется, словно он адаптируется к внешнему воздействию. Это открытие ставит перед нами вопрос, на который пока нет ответа. Является ли этот объект живым организмом или автоматической системой защиты? Что теперь становится понятным? Мы, наконец, знаем истинную причину исчезновения звена 19 из сотен других судов. Они не утонули и не разбились в привычном смысле слова. Оказывается, они попали в зону действия гравитационного сдвига, вызванного пульсацией кристалла. Это знание полностью меняет картину мира. Мы больше не можем смотреть на океан как на простую массу воды. Исследователи поняли, что под нашими ногами находится сила, способная изменять законы физики по своему желанию. Но в процессе расшифровки того самого ритмичного сигнала команда Стоуна обнаружила нечто еще более пугающее. Оказывается, бинарный код, исходящий из бездны, содержит в себе информацию, которая касается не только прошлого, но и будущего всей нашей планеты. Но одно открытие, сделанное в последнюю ночь экспедиции, породило еще больше вопросов, на которые наука пока не решается дать открытый ответ. Несмотря на грандиозный технический триумф 2025 года, главные загадки Бермудского треугольника стали еще более пугающими и глубокими. Ученые обнаружили ответы на вопросы механики процесса, но внезапно столкнулись с тайной, которая выходит далеко за рамки современного человеческого понимания, что до сих пор остается абсолютно необъясненным. Самое интересное касается химического и молекулярного состава обнаруженного кристаллического объекта. Оказывается, спектральный анализ, проведенный в мобильной лаборатории судна «Горизонт», показал наличие изотопов, которые просто не могут существовать в естественных условиях нашей Солнечной системы. Эти элементы обладают атомным весом, который физически невозможен в рамках известной нам периодической таблицы Менделеева. Исследователи обнаружили, что материал объекта не просто отражает свет, а буквально поглощает 99% любого излучения. Это создает эффект абсолютной черной дыры прямо на дне Атлантического океана. Ученые до сих пор не могут понять, как материя может обладать такой плотностью и при этом не разрушаться под собственным весом.
Важно понимать, что этот объект не просто лежит в земной коре, как инородное тело. Оказывается, он интегрирован в тектонические плиты настолько глубоко, что его невозможно отделить от планеты без риска вызвать глобальную катастрофу. Ученые обнаружили странную и пугающую закономерность. Температура кристаллической структуры остается неизменной, ровно 333,3 градуса по Кельвину. Это значение поддерживается с точностью до миллионной доли градуса, независимо от давления воды или внешних сейсмических условий. Ни один известный физический процесс на Земле не способен обеспечивать такую идеальную термическую стабильность на протяжении миллионов лет. Оказывается, этот кристалл обладает собственной автономной системой терморегуляции. Это наводит на шокирующую мысль. Перед нами находится не просто редкое геологическое образование, а сложнейший инженерный механизм планетарного масштаба. Но кто именно спроектировал и установил его здесь? И для какой истинной цели служит этот гравитационный двигатель? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. В процессе детального исследования 2025 года возникли новые, еще более тревожные вопросы. Самое интересное заключается в глубоком анализе того самого ритмичного сигнала, который доктор Лиам Стоун принял за сердцебиение Земли. Оказывается, это не просто механический ритм пульсации энергии. Лингвисты и лучшие криптографы мира, работающие под грифом «совершенно секретно», попытались расшифровать эту последовательность импульсов. Выяснилось невероятное. Сигнал содержит в себе колоссальные массивы данных в бинарном коде высокого порядка. Оказывается, объект каждые 88 минут транслирует мощный поток информации строго в сторону созвездия Ориона. Ученые обнаружили, что интенсивность передачи данных резко возрастает именно в те моменты, когда в границах треугольника исчезают крупные материальные объекты. Возникает закономерный и пугающий вопрос: является ли это похищением ресурсов или чем-то гораздо более сложным и непонятным для нашего разума? Мы до сих пор не знаем, кто находится на другом конце этого космического провода. Шокирующий факт открылся при повторном изучении архивных записей военных радаров за последние 30 лет. Оказывается, за несколько секунд до каждого официально зафиксированного исчезновения самолета в небе над треугольником датчики отмечали кратковременные всплески гамма-излучения. Такое излучение обычно сопровождает коллапс звезд или рождение черных дыр в глубоком космосе. Важно отметить, что человечество на данном этапе развития не обладает технологиями, способными генерировать такие всплески в атмосфере Земли. Это означает, что источник силы внутри Бермудского треугольника способен манипулировать самой тканью реальности и пространственными измерениями. Куда именно перемещаются современные авиалайнеры и военные корабли? Оказывается, ни одна поисковая экспедиция за всю историю не нашла даже микроскопических фрагментов тел погибших людей. Это полностью противоречит законам любой авиакатастрофы или масштабного кораблекрушения. Словно живая материя не просто разрушается, а полностью изымается из нашего мира вместе с биологической составляющей. Это оставляет ученых в состоянии полного профессионального бессилия. Почему это критически важно знать каждому из нас? Это фундаментальное открытие имеет колоссальное значение для будущего всей человеческой расы. Если этот объект действительно является порталом или устройством межзвездной связи, то мы столкнулись с прямым проявлением цивилизации, которая опережает нас на миллионы лет технологического развития. Здесь кроется глубокий и важный философский вымер. Оказывается, все наше представление о национальной безопасности и суверенитете государственных границ – это лишь хрупкая иллюзия. Мы обнаружили, что на нашей собственной планете существует зона, которая нам абсолютно не принадлежит. Ученые окончательно поняли, что мы не хозяева этого мира, а лишь его временные и случайные обитатели. Мы живем рядом с чем-то бесконечно более могущественным и древним. Это знание заставляет нас полностью пересмотреть всю концепцию нашего места в бескрайней Вселенной.
А оказывается, Бермудский треугольник, Десам, это не досадная аномалия на туристической карте, а открытое окно в другую реальность, которое мы только сейчас начали робко замечать. Самое интересное заключается в том, что активность обнаруженного объекта продолжает неуклонно расти с каждым днем. Последние замеры 2025 года показывают, что радиус действия гравитационной аномалии начал стремительно расширяться. Граница опасной зоны отодвинулась еще на 50 километров в сторону побережья Соединенных Штатов Америки. Ученые обнаружили, что время задержки сигналов спутниковой навигации в этом расширенном секторе увеличилось. Это кажется незначительной мелочью, но для современной сверхзвуковой авиации это превращается в смертный приговор. Интрига на финал нашего большого расследования остается пугающе открытой. Оказывается, кристалл начал генерировать абсолютно новые типы импульсов, которые ранее никогда не фиксировались приборами. Некоторые ведущие эксперты предполагают, что это специфический сигнал готовности к какому-то глобальному событию, которое затронет всю планету. Нам прямо намекают на то, что окончательные ответы на все вопросы могут прийти гораздо раньше, чем мы к этому подготовимся. Но будем ли мы в состоянии правильно воспринять и выдержать эту правду? Последние данные со спутников показывают странное ультрафиолетовое свечение, исходящее из самой глубины желоба Пуэрто-Рико. Это свечение становится ярче с каждым новым полнолунием. А оказывается, Бермудский треугольник – это вовсе не тихое кладбище старых кораблей. Это живой, ритмично дышащий и крайне опасный организм, который только сейчас начинает свое полное пробуждение после долгого сна длиною в миллионы лет. И, возможно, мы никогда не узнаем всей пугающей правды о тех людях, кто уже стал частью этого великого и жуткого пробуждения в глубинах Атлантики. Подведем окончательный итог нашему масштабному расследованию, которое объединило в себе данные вековой истории и результаты новейших открытий. Результаты глубоководных экспедиций 2025 года произвели эффект разорвавшейся бомбы в мировом научном сообществе. Мы, наконец, получили прямой и математически обоснованный ответ на вопрос, который мучил и пугал человечество более 80 лет. Бермудский треугольник – это вовсе не место мистического проклятия, не база пришельцев и не плод воображения журналистов. Самое интересное заключается в том, что эта зона официально признана единственным на нашей планете местом прямого и постоянного контакта с материей абсолютно иного порядка. Ученые доказали, что гигантский кристаллический объект, скрытый под желобом Пуэрто-Рико, выполняет роль фундаментального гравитационного стабилизатора планетарного масштаба. Это своего рода энергетический узел, который связывает нашу планету с более сложными космическими процессами. Главная разгадка пугающей тайны всех исчезновений оказалась гораздо масштабнее и фундаментальнее всех наших самых смелых догадок. Современные авиалайнеры и морские корабли не гибли в привычном для нас понимании этого слова. Оказывается, в моменты пиковой энергетической активности кристалла пространство внутри треугольника буквально сворачивается в одну бесконечно малую точку. Исследователи 2025 года представили доказательства того, что пропавшие объекты не падали в океан и не разрушались от взрывов. Они переходили в состояние так называемой квантовой неопределенности. На самом деле они просто переставали существовать в нашей трехмерной физической мерности, перемещаясь за границы привычного нам мира. Шокирующий вывод ведущих экспертов звучит невероятно. Сотни пропавших судов и тысячи людей до сих пор могут находиться внутри этого изолированного пространственного кармана. Для них время полностью остановилось в ту самую секунду, когда радары диспетчеров зафиксировали последнюю точку на экране. Важно осознать, что для тех, кто оказался внутри аномалии, не прошло и мгновение с момента исчезновения. Это фундаментальное открытие полностью и бесповоротно меняет наше понимание истории и базовых законов мироздания. Мы веками привыкли считать себя полноправными хозяевами Земли и покорителями стихий.
Однако невероятно мощный и древний механизм, обнаруженный на глубине 5 километров, доказывает нашу полную неосведомленность. Оказывается, вся человеческая цивилизация развивалась в тени объекта, который старше самих океанов и, возможно, самой жизни на нашей планете. Это философское осмысление заставляет нас признать собственную технологическую уязвимость. Мы обнаружили, что весь прогресс человечества – это лишь тонкая пленка на поверхности глубокой и абсолютно непостижимой реальности. Важно понимать, что Бермудский треугольник – это не ошибка природы и не опасный дефект географии. Это постоянное напоминание о том, что Вселенная устроена гораздо сложнее и многограннее, чем написано в наших академических учебниках по физике. Мы лишь гости, которые только начинают понимать истинные правила игры в этом бесконечном пространстве. Что это открытие означает для дальнейшего будущего человечества? Ученые обнаружили, что уникальные данные, полученные в ходе расследования 2025 года, открывают нам прямой путь к созданию технологии мгновенного перемещения в пространстве. Оказывается, детально изучая импульсы кристаллического объекта, мы впервые можем научиться управлять гравитацией и временем. Но цена этого нового знания может оказаться слишком высокой для нашей цивилизации. Самое интересное заключается в том, что правительства нескольких ведущих мировых держав уже начали совместную разработку секретного проекта под кодовым названием «Горизонт событий». Исследователи готовят первую в истории человечества контролируемую попытку искусственного открытия портала внутри закрытой зоны треугольника. Это мост в будущее, который может привести нас к далеким звездам или окончательно разрушить хрупкий баланс нашей земной реальности. Мы стоим на пороге величайшего открытия, которое может либо возвысить нас, либо стереть с лица Земли. Масштабные исследования в Атлантике продолжаются в режиме реального времени. В районе Бермудских островов развернута глобальная сеть глубоководных станций круглосуточного мониторинга. Ученые с нетерпением и страхом ждут начала следующего большого цикла активности кристалла. Оказывается, мы только начали изучать первые буквы того сложного языка, на котором говорит с нами эта древняя бездна. Шокирующий факт заключается в том, что пульсация объекта начала напрямую влиять на поведение магнитных полюсов всей Земли. Это означает, что тайна треугольника давно перестала быть локальной проблемой безопасности в Атлантике. Теперь это вопрос выживания и будущего статуса всего человечества во Вселенной. Мы больше не можем игнорировать этот зов из глубины. Впервые в своей истории мы перестали быть просто пассивными наблюдателями необъяснимых катастроф. Мы стали прямыми свидетелями пробуждения силы, которая спала внутри нашей планеты миллионы лет. Невероятно, но факт остается фактом. Главная цель нашего расследования достигнута, и ответ на ключевой вопрос найден. Однако этот ответ породил абсолютно новую реальность, в которой нам всем придется научиться существовать. Оказывается, истина о Бермудском треугольнике – это не финальная точка в деле об исчезновениях. Это только самое начало новой, невероятно сложной и опасной главы в истории Земли.